Привет, YouTube! Огромное спасибо за активность под предыдущим видео. Пусть она и скромная в рамках YouTube, но для меня это повод делать еще, делать лучше, делать качественнее. В общем, спасибо вам просто от души, ребятки. Сегодня вторая часть, поговорим только про игры, ну, если я каких-нибудь еще историй не вспомню. В общем, устраивайтесь поудобнее и погнали. Как только я прошел того лисенка, я понял, что мне нужно больше сюжета, больше контента, больше эксклюзивов, богу эксклюзивов. Ну и я увидел по скидке диск с продолжением Бога войны, да, как ни странно. Если первая игра была погружением в скандинавскую мифологию, то вторая сует тебя еще глубже. По моим ощущениям в процессе прохождения сюжета сложилось впечатление, будто это должна быть трилогия. Но почему-то всего игры две. Я ни в коем случае ее не упрекаю, я собирал все трофеи буквально без остановки. Работа закончилась, играем до сна, и так, наверное, неделю, может быть, даже две, уже не помню, если честно. И это было прям как с Ведьмаком. Помните, вот я говорил, что есть некие 3 игры, в которые должен сыграть каждый. Вот Рагнарёк идет туда же. Но в идеале, конечно, ознакомиться и с началом сие творения. Легендарное продолжение, великолепнейшая история, эпичнейший финал, просто браво. Осталось только Вальгалу пройти, и будет нормас. Пойдемте дальше. После Бога войны я ездил к другу в Питер почти на неделю и взял PlayStation с собой. И уже у друга мы прошли A Way Out. Я чуть попробовал к тому моменту другую игру It Takes Two, поэтому я понимал в целом, чего мне ждать. Эта история напомнила мне сериал «Побег». Ставь лайк, если смотрел. Мы будто стали героями сериала. Вот эти поставленные сцены с побегом, погоней, в больнице, когда вы убегаете. После этой игры я, честно говоря, стал фанатом Юсуфа Фареса. Обидно, конечно, что платина получилась не в конце игры, а лишь когда ты нашел последнюю пропускаемую вещь, но это ведь только проба пера была, да? Ну, как вторая игра. В будущем таких ошибок уже 100% не будет, я знаю, о чем я говорю. И если вам есть с кем проходить, попробуйте, не пожалеете, вот прям классная история, а в конце вас ждет реально неожиданный финал. А вот после Way Out у меня забанили турецкий аккаунт. Я был просто гипер расстроен, ну и плюс я тогда уже присматривал себе ПК, ибо выходил второй Space Marine, а как вы, наверное, знаете из первой части этого видео, или видели в шортсах, может быть, я обожаю эту игру. Я один из тех, кто купил максимальное издание и ждал, когда мы уже пойдем этих жуков нагибать. Так вот, второй СМ выходит, я в этот момент уже собрал ПК, я безвылазно играю 2 недели и уезжаю в Питер в отпуск. Нашел там магазин с играми для PlayStation 5, и тут я увидел его. Продолжение Astro's Playroom. Вообще, я шел туда с другой игрой, но об этом я чуть попозже расскажу. И вновь, спустя 3 месяца, моя любовь к PlayStation вернулась. Я снова захотел проходить абсолютно все. Астробот подарил мне 15 часов безостановочного геймплея. Был нереальнейший восторг, и с этой игрой я понял значение словосочетания «детский платформер». Лютейшие просто эмоции, восторг внутреннего ребенка. Вау, ребята, просто вау. У меня, кстати, есть еще планы по Астроботу, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну и, собственно, возвращаемся к тому, что я шел вообще за другой игрой, а получил Астробота. Этой другой игрой был Человек-паук 2. Насмотревшись видосов про него, я подумал, что что-то тут не так. Как после такой крутой первой части, ну и действительно неплохим DLC, да, Майлз Моралес, считаем, что это DLC, я думал, ну как же может быть хуже? Оказывается, может. Не прям так хорошо, как все пишут, но уже явно и не так плохо, как все кричат об этом в интернете. Давайте поясню. Если, например, взять первую игру как 9 из 10, в идеале, конечно, все же знать, кто такой Человек-паук, чтобы прям максимально кайфануть, то Майлз Моралес будет где-то на 8 из 10. Он все же, реально неплох. То есть он не затянут и сделан довольно-таки интересно и показывает новые особенности как Человека-паука как героя. Да вот вторая часть для меня где-то 6-7 из 10. Нет, ты как бы все еще кайфуешь от боевки, полетов, погружения, но чувствуется просадка сюжета. Вот прям ощущалось, что он затянут. Обидно, что не дали DLC про Карнажа, хотя оно прям просилось. Питер стал как будто слабым в сравнении с оригиналом. Не знаю, может быть, это так влияние смерти тети Мэй показывают. Простите за спойлеры, хотя 5 лет прошло, камон. В общем, я хз, если честно, но было прям немножечко обидно. В целом, это классная игра, но за счет именно механик. Платина несложная, но как будто бы действительно она была затянута. Хотя, еще раз повторюсь, я был в восторге оригинала. Ну, ждем трилогию, что нам еще остается. Может быть, это была какая-то такая подготовка, разминка, может быть, какая-то проба пера, да, то, чего не стоит делать в трилогии. В общем, будем посмотреть, как говорится. После Человека-паука следующая моя платина — это Сабнавтика. И вот тут у меня уже есть история, которую я бы хотел вам
вам рассказать. В общем, подарили мне диск с игрой где-то в феврале, а на дворе уже был октябрь. И я даже не пытался ее пройти, не знаю почему. И в тот момент мне как раз захотелось отвлечься вот от таких каких-то историй от третьего лица, да, каких-то сюжетных историй, может быть. А мне захотелось просто поиграть во что-то атмосферное. Я играл уже в Сабнафтику на ПК до этого момента, поэтому в целом понимал, что меня ждет. Но чтобы вы понимали, на ПК я даже до Затерянной реки не доходил. Ну, а еще я вычитал, что можно забрать бесплатную версию Сабнафтики на PS5. Типа, просто в магазин переходишь и забираешь. И вот тут у меня появилось прям дикое вдохновение это пройти, однако я не смог получить бесплатку. Я несколько дней потратил на поиски, но так ничего и не получилось. Расстроился, конечно, но все-таки играть сел. Желание-то было отвлечься все еще. Параллельно за игрой я пытался все-таки понять, как мне получить эту бесплатку. Ну, она же не зря бесплатка, значит, где-то она есть. Почему ее сейчас не дают? Она не закончилась, об этом никто не писал. Просто пишут, что она есть. И пройдя половину игры, я случайно понял, что вообще-то существуют разные регионы для PlayStation. И у каждого региона собственный магазин. А это значит, что нужно было понять, к какому региону относится мой диск. Путем нехитрых манипуляций, благодаря доступности интернета, я выясняю, что это было США. Я создаю аккаунт США, и вуаля! Обновление доступно! Я взломал эту жизнь, ребята, орал весь вечер просто. Я-то думал, почему, как? А оказалось-то, ларчик-то вот он, да? Ага. Я вообще к чему все это рассказывал? У меня 2 платины в Сабнафтике. Одна за PS4, а другая за PS5. Это, конечно, не прикольно, как по мне, проходить игру еще раз просто ради того, чтобы плашку получить. Ну или там сохранение, может быть, перекинуть. Я не совсем пока понимаю, как это работает и зачем люди это вообще делают. Но я столько сил потратил, чтобы найти эту бесплатную версию, что просто получить ее и не выбить в ней платину, ну так не делается. Меня уже было не остановить. Там обязан быть платиновый трофей. В общем, прошел я по итогу PS4 версию и на следующий день уже сделал, так сказать, спидран версии для PlayStation 5. Наверное, где-то часов 8-10, и я управился. Я помню, что это прям буквально вот сел в один день, и в тот же день я закончил. Игра идеально подойдет для тех, кто хочет какого-то исследования, строительства и атмосферы. Я вот считаю, что эти 3 слова идеально описывают Субнавтику. Еще здесь есть сюжет, но он тут только ради того, чтобы была цель выживания, как я думаю. И есть только один пропускаемый трофей, который связан с лаской. Все остальное вроде получается легко во время сюжета и исследования. Поэтому, кто не играл, советую. Спустя некоторое время я приобретаю заново себе подписку PS Plus. Аккаунт старый все-таки у меня забанен. И тут выясняется, что через месяц подписку покинет ремастер GTA San Andreas. Ну и я решил сделать себе мини-челлендж по закрытию платины в игре, которая мне нравится, ну или была как минимум интересна. Ну, что мне сказать, это GTA. Я обожаю игры серии GTA. Справился буквально, наверное, за недельку неспешной игры. При этом и получение платины здесь красивое. Твоей последней ачивкой, как ни крути, будет начало новой игры, если у тебя уже есть стопроцентное сохранение. Есть парочка пропускаемых трофеев, но они несложные. Вообще я рад, что у меня есть возможность поиграть в великую трилогию на современных устройствах. Я сейчас про консоль, а то сейчас начнется про ПК. Да, я слышал, что вначале они были ужасны, но на момент ноября-декабря 2024 года их состояние было идеальным, и у меня не было никаких вылетов или проблем с игрой. В общем, если вам нравится серия GTA, закрывайте платину с удовольствием. Идем дальше, и на очереди The First Descendant. Лутер-шутер, который завезли летом, но я же не знал об этом. Ха, йоу. Да и на тот момент мои друзья как раз играли в него, и я такой, а почему бы после GTA не развеяться и не забрать платинку? В общем, 60-70 часов кайфа, игра максимально простая до одури, но все вывозят сами потомки, если вы понимаете, о чем я. Я не собирался в нее прям погружаться, платины было вполне достаточно, да и игра не прям богата на контент, все же лутер-шутер, да? Трофеи несложные, если хотите, можете получить, как минимум от визуала приятно будет. Игра бесплатная, а так вообще не очень могу рекомендовать, только если уж совсем нечего делать будет. И у нас 8-я платина на сегодня, ну, если мы считаем 2 Сабнафтики за одну, и это Kena Bridge of Spirits. Тут у меня перерыв между платинами случился, я тогда залип в PoE 2, RDR 2, Hollow Knight, даже Diablo 4 был. Кстати, как вам анонс на The Game Awards? Пишите в комменты, ждете DLC или нет. Я вот был приятно удивлен и жду с нетерпением. Я просто обожаю паладинов! Отвлеклись, возвращаемся. У нас Кена. Опять увидел новость, что несколько интересных мне игр покидает подписку, решил взять платину в одной из них. Времени у меня было на тот момент немного, так что мог получить только одну. И выбор был между Disco Elysium и Кеной. Да, это, конечно, странный выбор, но что есть, то есть, извините. Посчитал, что пока не готов к Disco, и решил пройти Кену. И хочу сказать, что прям не прогадал. Очень приятная игра, такой мини-соус, если так можно выразиться, особенно если вы взяли сложность мастера. Но я прям кайфанул. Мило, красиво, в какой-то степени прям эпично, чего стоит один последний босс. В общем, советую, если хотите что-то атмосферное и сложное. Я кайфанул. 9-я игра на сегодня — Split Fiction. О мой
бог. Помните эмоции по Астроботу? Так вот, умножьте их на 10. Это шедевр игростроя, и я не шучу. Это что-то нереальное. Я прошел игру трижды, и все 3 раза я был нереальнейше доволен. Конечно, мемно получилось, что я все 3 раза играл за одного и того же персонажа. В общем, здесь мое мнение про Юсуфа Фареса только укрепилось. Буквально нескончаемый экшен на 10-15 часов. Как говорится, сколько механик вы хотите добавить в игру? Рекомендую, ребятки. Да, для игры нужен друг, но плюс в том, что вы можете играть с PlayStation, а друг будет играть с ПК. А вообще, вы можете позвать друга к себе и кайфануть как в нулевые, если у вас есть второй джойстик. Трофеи несложные, в целом ничего пропустить нельзя, если вы просто хотя бы можете повернуть голову в сторону от основной пробежки. Ну, давайте еще одну и хватит. Последней игрой на сегодня, 10-й в списке и моей 21-й платиной стал Робокоп. Я кассету с Робокопом засматривал в детстве до дыр. Первые 2 части настолько крутые были для меня того, да и после пересмотра они тоже оказались прям вау. А тут мне дали в руки того самого Робокопа. Я просто включил легкую сложность и наслаждался. Игра — симулятор Робокопа. Какой кайф. Ходишь, чисто машина такая, разносишь всех. Блин, кайф нереальный. Поиграть за того, от кого кайфовал в детстве. Просто чистейшее наслаждение. Всем, кто смотрел первый и второй фильм в 90-х нулевых и кому этот фильм нравился, играйте в Робокопа, вообще не пожалеете. Изи платина, как я уже сказал, чистый кайф. Что ж, вот вам еще 10 платин с моего аккаунта. Как вы поняли, не от всех я прям в восторге, но мне нравится, что я вновь хочу проходить игры, изучать их на 100% и получать за это достижения. Спасибо за просмотр. Третьей части пока не будет, платин на 10 у меня уже не хватит, у меня их осталось всего 5. Я думаю, можно это сделать в коротком формате, скажем, 5 платин, 5 шортсов. Что думаете? Переходите, смотрите, делитесь. Ну и маленький спойлер. То, что вы видели в этом и прошлом ролике, это моя следующая история. Еще раз спасибо за вашу активность и всем пока-пока.